Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Уже прошел месяц с момента выхода последнего ролика про страшные тиктоки. А это значит, что сегодня вас ждет ваша любимая подборка жутких видео из тикток. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Монитор. В следующем видео мужчина по имени Мэтт управляет тяжелой техникой. Он хорошо справляется со своей задачей, однако обычное видео принимает неожиданный поворот. Anyway, it's pretty cool. What the hell? No. No, 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 no. Wait, there's nothing there. На мониторе он видит человека, который стоит впереди, прямо на дороге. Мэтт абсолютно убежден, что он видел этого человека, но только на мониторе, а не вживую. Когда он снова проверяет монитор, он видит человека, или же некую паранормальную сущность на экране. Самые зоркие зрители заметили, что при внимательном рассмотрении можно увидеть, как фигура движется внизу кадра. Была ли это какая-то аномалия, неизвестно. После этого Мэтт быстро покинул это место, желая оставаться в безопасности. Голос. Следующий ролик выложила Мелоди, которая оказалась в пугающей ситуации. Невинное видео превратилось для нее в настоящий фильм ужасов. Мелоди просто общается со своими подписчиками, как вдруг видео принимает внезапный поворот. Why didn't anyone tell me that if you have yeah? Она слышит голос, который зовет ее, но в этот момент Мелоди понимала, что она находится дома совсем одна. Why didn't anyone tell me that if you have yeah? В попытке успокоиться, она предполагала, что это мог быть ее кот, который издавал такие звуки. Однако, почитав комментарии, Мелоди поняла, что она могла быть не права. Пользователи писали, что это могла быть сущность, которая имитирует голос человека, в том числе и близких людей. Страхи Марсио. Марсио Палмерс, студент, думает, что он живет в доме с привидениями. У него под рукой всегда телефон, чтобы заснять происходящее. Как говорит Марсио, иногда ему удается поймать действительно жуткие кадры.
Сначала мы можем предположить, что Марсио столкнулся с активностью полтергейста, так как когда он ходит по квартире, то предметы падают сами по себе. Уже следующей ночью Марсио стал свидетелем паранормальных событий, когда смотрел телевизор. Как он говорит, деятельность возобновилась, даже стала активнее. В следующем видео Марсио заснял, как стул на его кухне двигался сам по себе, а через несколько мгновений дверь закрылась, и кто-то начал в нее стучать. Уже ночью домофон начинает работать, оповещая его о движении у двери. Когда Марсио смотрит в глазок двери, он видит некую тень, но не делает никаких выводов. Однако вскоре мужчина сделал заявление о том, что он пытался связаться с этим существом, используя спиритическую доску Уиджи.
Несколько дней спустя, когда мужчина входит домой, он слышит звук падения. Исследуя квартиру, он обнаруживает, что цветок упал на спиритическую доску. Марсио показывает, что в его квартире больше нет никого, кто бы мог это сделать. Даже кот был заперт в отдельной комнате. Марсио решил, что он должен установить несколько камер видеонаблюдения для собственной безопасности. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Мужчина сидит на диване, как вдруг раздается звонок. Оказалось, пришел курьер и принес ему доставку. Однако в этот момент в одной из комнат свет включался и выключался, что как раз засняла одна из камер. Когда Марсио возвращается, в его гостиной начинает раскачиваться люстра. Он это замечает, но не придает особого значения, так как сталкивается с такими событиями ежедневно. Марсио утверждает, что активность все еще продолжается, и он не представляет, как от нее избавиться. Следующее видео было снято в Техасе. Мужчина, живущий в одном из техасских городов, столкнулся с нечто необычным. Он обнаружил, что без света он не может заснуть. Не потому, что ему нужно уютное освещение, а потому, что его преследуют кошмарные явления. Однажды друг остался у него дома, а ночью они проснулись от странных звуков, которые слышали в спальне. Мужчина решает задокументировать происшествие, происходящее у него в доме. Get up. Get up. Get up. Fuck you recording me for? You're here. Listen. Fucking sleep. Fucking dream. Fucking I don't want to fucking touch that door. oh fuck off the bitch. Should have fucked with that Ouija board. I'm fucking getting out of this room. I can't sleep in here. This shit. Он разбудил своего друга и направился к шкафу, откуда, по его мнению, исходили странные звуки. Однако, там он ничего не нашел. Но это было не все, что удалось ему заснять. This might be the last time.
Уже несколько дней спустя, находясь дома в одиночестве, он слышит странные звуки и решает снова записать все на камеру. Мужчина видит темную фигуру, когда он только открывает дверь. Он пугается этого нечто и поспешно закрывает дверь спальни. На этом видео заканчивается, и мы до сих пор не знаем, что же произошло там, в том доме, и что на самом деле это было. Блин. Следующее видео, которое было найдено в TikTok, заинтриговало многих пользователей. Давайте посмотрим. Молодая девушка просто засняла, будто что-то перемещалось под пледом ее кровати. В конце видео она показывает, что кошка также стоит около кровати и смотрит на все происходящее. Зрители были заинтригованы и подсказали девушке последить за аномалиями, которые происходят в ее квартире. Она снимает следующее видео, стараясь поймать эту странную аномалию. Посмотрите. Только один из пользователей предположил, что это могли быть вентиляторы, один из которых был направлен прямо в сторону кровати. Однако многие пользователи утверждали, что это могло быть проявление полтергейста. Некоторые пользователи писали, что это могла быть мышь-призрак. А как вы думаете, это возможно? Автосервис. Маркус Гарсия, владелец автосервиса, выложил следующий ролик в TikTok. По его словам, он на 100% настоящий и не подлежал редактированию. По словам автора, в автосервис тогда привезли разбитую машину после страшной аварии. Маркус, когда зашел посмотреть видео с камеры, заметил, что его сотрудник вел себя крайне странно. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. La verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Le voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me está pasando el presupuesto y explicándole el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Ese me está dando el presupuesto, le estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente de anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Le estoy explicándole todo. Oye, podéis subir. ¿Sabes qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No puede ser, pues yo tengo el cabello aquí al frente mío, pues. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si no estás con nadie, Juan.
favor, escuchándome él, pues vete. Viejo, no, tengo grabado, vente por favor, vente. Ya voy a tirar, no, espera, por favor. No, esta weá es... Один из его сотрудников, Хуан, с кем-то беседовал, хотя напротив него никого не было. Когда Маркус видит это, он звонит своему сотруднику, так как начинает беспокоиться за него. Маркус спрашивает, с кем разговаривает Хуан. Он отвечает, что видел мужчину по имени Карлос. Он спрашивает у него про стоимость ремонта автомобиля, который привезли после страшной аварии. Но никакого Карлоса не было видно около сотрудника автосервиса. Маркус находился просто в шоке. Он попросил Хуана прийти и посмотреть кадры с камеры, доказывающие, что там он был совсем один. Однако Хуан до сих пор клянется, что разговаривал с мужчиной, который стоял прямо перед ним. Вскоре выяснилось, что человек по имени Карлос погиб в автомобиле, который привезли в тот день в автомастерскую. Так была ли это душа, которая не успела отойти в другой мир? Бокал. В следующем видео, которое было загружено в ТикТок, девушка просто наливает пиво в бокал. Через мгновение она пропадает из кадра, и происходит нечто странное. Бокал, наполненный пивом, просто опрокидывается. Зрители высказали различные предположения, от гравитации до полтергейста. Однако многие остались озадаченными этим видео и даже не в силах высказать свои предположения. Что же может быть страшнее, как тот факт, как эта девушка обращается с бокалом пива? Ничего. Согласитесь? Грустишь вечерами, потому что не знаешь, где почитать хорошие мистические новости. Ну почему? Не знаешь, какой фильм ужасов посмотреть на ночь. Ну как? Хочется немного эмоций, но хорошие мистические истории ты не можешь найти. Выход есть. Наш телеграм-канал. Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Ферма. Девушка по имени Уитни задокументировала жуткие происшествия, которые происходили на ее ферме. В один из дней, когда она зашла в сарай, ее магнитофон включился сам по себе. Это мог бы быть простой сбой в работе техники, скажете вы, но Уитни засняла кое-что еще. Посмотрите еще один ролик, когда ее лошади испугались, а слева она заметила странную белую фигуру. Девушка растерялась и хотела узнать у подписчиков, что это может быть. Многие предполагали, что животные пугаются не просто так, а на ее ферме действительно происходит нечто пугающее. Хотя были и те, кто говорил, что эти видео просто отредактированы. А сама Уитни таким образом хочет стать известной в ТикТоке. Поезд. Райан устроил ночную поездку в Техас, но не мог подумать, что она примет пугающий оборот. Остановившись на железнодорожном переезде и ожидая прохождения поезда, его внимание было обращено на что-то необычное, расположенное за поездом. Посмотрите. Why does it look like a fucking somebody's standing next to the goddamn car? The thing is totally fucking moving.
The fuck? Машина Райана стоит у железных путей. Он замечает темную фигуру, расположенную за поездом и проходящую совсем рядом. Засняв это видео, мужчина был заинтригован и обеспокоен этим своеобразным явлением. Его удивление нарастало, так как нечто буквально растворилось перед его глазами. Райан остался в недоумении. Его камера засняла нечто странное, похожее на призрачное существо, мимолетно промелькнувшее в темноте. Теперь же тревога окутала его, и он начал обращать внимание на каждый звук, каждую тень, каждое движение, которое происходит в его жизни. Оно там. Следующее видео было снято поздно вечером. Автор перед публикацией написал следующее. Я отсутствовал вчера вечером, проверил свою камеру наблюдения около 23 часов 30 минут и увидел это. Есть идеи, что это может быть. Когда я вернулся домой в час ночи, я проверил камеру, прежде чем вошел. Оно определенно все еще было там, но я ничего не увидел. Посмотрев видео, трудно сразу сказать, что за аномалия летает по комнате и что именно удалось заснять камере видеонаблюдения. Зрители, которые посмотрели это видео, утверждали, что это не похоже на частицы пыли или же простую ошибку в работе камеры. Однако, по вашему мнению, что это было на самом деле? Двор. Это видео было снято на камеру видеонаблюдения во дворе. Мужчина решает сесть в свой автомобиль, и кажется, что ничего особенного не происходит. Но можно заметить две тени, похожие на людей, которые стоят слева. Как только мужчина включает фары, тени тут же исчезают. Посмотрите еще раз. Сначала мы ясно видим там двух людей, но когда он включает фары, они пропадают, как будто они просто растворяются в воздухе. Конечно, качество видео оставляет желать лучшего, но при этом многие зрители заметили, что силуэты поразительно похожи на людей, и это не может быть простым глюком камеры. Была ли это постановка, или мы имеем дело с чем-то иным? Как всегда, решать только вам. Зеркало. Изначально это видео было загружено на Reddit, но им также поделились пользователи в ТикТоке. Эллиот выложила это видео в попытке получить ответы на свои вопросы. Она снимала себя, находясь перед зеркалом, как вдруг заметила тень, которая проносилась позади нее с нечеловеческой скоростью. Девушка говорит, что ни один человек не смог бы бежать так быстро, находясь в маленьком коридоре. Она говорит, что это было похоже на ребенка, но в их квартире нет детей. Комментаторы утверждают, что это была теневая фигура, которая принимает различные воплощения, которая просто хотела поиграть с девушкой. История. В следующем ролике мы увидим двух молодых девушек, которые просто записывали короткое видео для ТикТока. Они придумали вымышленную историю, как они встретились с чем-то жутким в своей квартире и не ожидали, что произойдет дальше. Quiere empezar a hacer un corto, hablamos como si fuera real. Sí. Esto, bueno, pues terminamos de hacer el corto y eso, bla, bla, y pues no sé. Así que si estás viendo esto... ¿Qué es eso? No sé. Creí que era el ruido de esto. No, güey, se escucha la cámara del cuarto.
persona del cuarto, va. Sí, pero luego que se fue. A ver, ¿Qué sabes tú? espérame. Yo volteo la cámara porque sí, es que sí, güey, se escucha la pinche cara. Vete a la verga, güey. No mames, güey, vete a la verga, güey. No, Pinche pero mono ¿qué? allá en el cuarto. Güey, ya había algo brincando en el cuarto. Espérate, perra, ahí está. Güey. Había alguien, güey, algo estaba brincando, lo grabé ahorita. Te juro que yo lo grabé. Güey, estaba en el cuarto. Estaba brincando. ¿Te quieres que te voy a enseñar el video, güey? Es que la Michi, pero la Michi creo que ella se quedó dormida, no sé. A lo mejor fue, no sé, tu imaginación por el tema que estábamos hablando ahorita, pero no creo. Y güey, para andar jugando por esas mamadas de los cortos nos va a salir algo, güey. Спустя время в одной из комнат они замечают нечто темное, что находится в одеяле. Девушки считают, что это была реальная паранормальная встреча. А как вы считаете? Может быть, они это просто все придумали? Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в закрепленном сообщении и описании. Также для тех, кто хочет поддержать наш канал финансово, то все реквизиты будут в описании. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! About 50 globes, each releasing its nerve gas, each capable of killing 100 million people. Seeing the kind of cell, data, out density, which John Constantine, that's my name. Clean life like it's just a game. In the world of magic, I reign supreme. I'm the nightmare in your dreams. John Constantine, that's my name.